Перед началом 2025-го многие криптоаналитики, а также эксперты прогнозировали, что в этом году биткоин легко пробьет 150, 200 и даже 300 тысяч долларов. Ведь такого количества положительных катализаторов, как сейчас, не было никогда. В продолжении роста биткоина уверены почти все. Это и фонды, которые уже с первых чисел января начали его скупать, и представители различных финансовых компаний, которые выступают на мировых телеканалах, ну и, конечно же, известные экономические издания, как, например, The Economist. Также не стоит забывать, что сейчас биткоин находится в цикле после халвинга, когда его цена всегда фиксировала активный рост и пробивала новые исторические максимумы. Большие фонды уже отправили в биткоин почти $1 миллиард в этом году, а Майкл Селлер сделал свою первую покупку на сумму $101 миллион. Само собой, такой позитивный настрой на рынке укрепляет положительный прогноз на весь 2025 год, и те же 200 тысяч долларов не являются чем-то невозможным, особенно после разбора ключевых показателей, о которых мы будем говорить сегодня в ролике. Да, друзья, это видео является большим прогнозом биткоина на 2025 год, где мы разберем как положительные, так и негативные факторы, чтобы ответить на вопрос, сколько будет стоить биткоин в конце 2025 года. Ведь в прогнозе на 2024 мы были абсолютно правы, когда я сказал, что биткоин уверенно пробьет 100 тысяч. Сегодня я для вас подготовил множество интересных данных, сетевой метрики, прогнозы ведущих аналитиков и компаний, а также много всего другого. Но что самое главное, я отвечу на вопрос, которым сейчас задаются все, а именно, будет ли коррекция в 25-м, и если да, то когда, и насколько низко упадет биткоин. Я вас уверяю, посмотрев это видео, вам будет намного проще построить свой инвестиционный план на целый год, чтобы знать, когда стоит покупать, а когда фиксировать профит. Причем это также касается и альткоинов, которые напрямую зависят от движения биткоина. Поэтому обязательно смотрите данное видео до конца, а перед просмотром поставьте лайк, ведь прямо сейчас мы готовим для вас большой топ самых прибыльных монет на целый год, который вам 100% стоит добавить в свой портфель. И этот топ выйдет, как только вы наберете 2000 лайков, за которые вам заранее спасибо. Всем желаю приятного просмотра, с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, как вы можете заметить, биткоин начал 25 год с роста, ведь начиная с 1 числа его цена удержала 92 тысячи в качестве поддержки и вернулась к важному уровню в 100 тысяч долларов. А произошло это не просто так, поскольку данный рост спровоцировали MicroStrategy и японская компания Metaplanet, которые объявили о планах привлечь миллиарды долларов и увеличить свои резервы биткоина в 2025 году. Причем буквально в понедельник Селлер уже сделал свою первую покупку в этом году на $101 миллион. И, кстати, первыми, кто получил эти и многие другие важные новости прямо перед ростом, были подписчики нашего телеграм-канала, где мы 24/7 остаемся на связи и делимся с вами только самой актуальной и полезной информацией, на которой вы можете зарабатывать вместе с нами. Поэтому, если вы еще не подписаны, подписывайтесь прямо сейчас на лучший телеграм-канал по криптовалюте. Что касается MicroStrategy, то по последним данным компания готовится привлечь до $2 миллиардов капитала от продажи своих акций, чтобы купить больше биткоина в этом году, в то время как Metaplanet собирается увеличить свой портфель в целых 5 раз, до 10 тысяч биткоинов. Конечно же, такие новости привели к локальному росту и будут положительно влиять на биткоин на протяжении всего года. Тем более, когда криптофонды уже получают приток капитала в начале года, а страны обсуждают создание биткоин-резерва. Кстати, о резерве. Данный фактор имеет очень важное значение в этом году, ведь если страны начнут создавать стратегические биткоин-резервы, то это значительно усилит давление покупателей и подчеркнет мировое принятие биткоина как резервного актива. Сейчас этим вопросом активно занимаются сенаторы администрации Трампа, как, например, Синтия Ламис, и даже покупка биткоина на 100 или 500 миллионов долларов уже станет историческим событием. Хотя, вероятно, такой резерв первыми сделают не США, а кто-то другой, например, Гонконг, что все равно остается положительным фактором. Но, конечно же, сейчас все ждут 20 числа, ведь в этот день пройдет инаугурация Трампа, что несомненно отразится на цене биткоина. Вот только рост может резко смениться падением к концу месяца, поскольку ФРС опубликует свой первое в этом году решение по процентной ставке, о чем сообщил глава 10x Research Маркус Тиллен. В своем отчете Маркус Тиллен прогнозирует, что за позитивным стартом в начале января последует небольшой откат перед данными по ипц 15 января, а затем начнется новый рост перед инаугурацией Трампа. Тиллен заявил, благоприятный уровень инфляции может возродить оптимизм, способствуя росту в преддверии инаугурации Трампа. Однако этот импульс может ослабнуть, и рынки вероятно скорректируются перед заседанием ФРС 29 января. И сейчас глава
глава 10x Research ожидает, что к концу января биткоин будет стоить от 97 до 98 тысяч долларов. В принципе, Павел еще в декабре сказал, что ФРС не будет торопиться со снижением ставки, и вероятность на понижение 29 числа составляет 11%. На данный момент это учтено в цене биткоина, и вряд ли решение ФРС станет сюрпризом. Здесь реально вопрос КПЦ, и для нас важно, чтобы инфляция оставалась на одном уровне и падала, но ни в коем случае не росла. Поэтому сложно сказать, что решение ФРС в конце месяца обвалит цену биткоина. Тем временем главный инвестиционный директор криптокомпании Liden Джон Гловер заявил, что биткоин может снизиться до 89 тысяч, а затем восстановиться и достичь 125 тысяч к концу первого квартала. Гловер рассказал, что после этого биткоин может снова подняться до 100 тысяч, а затем в конце 2025 года или в начале 26 пробить новый максимум 160 тысяч. Но оценка Гловера 160 тысяч более консервативна, ведь, например, такие фонды как VanEck и Bitwise прогнозируют, что биткоин пробьет 180 и даже 200 тысяч долларов под конец этого года. Но несмотря на краткосрочные негативные прогнозы от аналитиков, индекс страха и жадности, который измеряет рыночное настроение в отношении биткоина и других криптовалют, вернулся в зону чрезвычайной жадности, поскольку биткоин вырос выше 100 тысяч. 27 декабря он вышел из зоны крайней жадности, оставаясь в диапазоне просто жадности в течение 10 дней. А для роста биткоина, за которым следуют все альты, самое главное, чтобы на рынке сохранялась жадность инвесторов и положительный настрой. Ведь только так рынок будет идти вверх. И учитывая предстоящий приход Трампа, такой настрой сохранится в первом квартале этого года, о чем мы еще поговорим далее в ролике. Также я хотел вам показать одну интересную и важную метрику, которая связана с майнерами, а также притоком биткоина на бирже. Приток на бирже – это общая сумма биткоина, отправленных на криптобиржи, а отток майнеров – это сумма биткоина, отправлена именно от майнеров. И как показывают последние данные, эти два показателя сильно снизились, начиная с ноября прошлого года, что явно сигнализирует о снижении давления со стороны продавцов. А если никто не продает, но спрос при этом сохраняется, тем более от больших игроков, то это, конечно же, стимулирует рост цены. Все эти факторы обязательно стоит учитывать, если вы собираетесь покупать биткоин или открывать на него сделки. Вот только если с покупкой все немного проще, ведь вы можете его холдить в долгосрок, то с краткосрочной торговлей могут возникнуть проблемы, поскольку найти подходящие точки входа не так уж и просто. Но не для участников нашей подписки Coin22 Pro, которые уже сегодня получили лучшие уровни для открытия позиций по биткоину. Аналитики Pro круглосуточно следят за рынком, чтобы вы получали уже готовые сделки и фиксировали профит. Как, например, мы заработали от 80% на росте Bitcoin Cash, от 75% на пампе токена Injective, а также на многих других сделках, которые были опубликованы на прошлой неделе. За счет такого простого формата работы подписка Pro подходит не только опытным трейдерам, но и новичкам, которые только начинают изучать крипту. Ведь на старте мы предоставляем качественное обучение, где кроме информативной теории вас будет ждать полноценная практика с экспертами. Также прямо сейчас мы продолжаем формировать прибыльные спотовые портфели для всех участников Pro на 2025 год и дополнительно помогаем сбалансировать старые. Поэтому, чтобы не упускать активное движение рынка в этом году, а получать профессиональную аналитику рынка, поддержку 24/7 и уже сегодня открыть свою первую прибыльную сделку по биткоину, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Для понимания того, что 2025 готовится стать очень положительным годом, я для вас подготовил важную метрику, которая пригодится нам для прогнозирования цены биткоина на протяжении всего года. Давайте начнем с классической Z-оценки MVRV, которая указывает на большой потенциал роста. MVRV измеряет соотношение между реализованной ценой биткоина и его рыночной капитализацией. Стандартизация этого соотношения для волатильности дает нам Z-оценку, которая исторически дает нам ясную картину рыночных циклов. Сейчас MVRV предполагает, что у нас все еще есть сильный потенциал роста. Хотя в прошлых циклах Z-оценка достигала значений выше 7, я считаю, что все, что выше 7, указывает на перенапряжение, заставляя более внимательно посмотреть на другие показатели, чтобы определить пик рынка. В настоящее время мы зависли на уровнях, сопоставимых с маем 2017 года, когда биткоин стоил всего несколько тысяч. Учитывая исторический тренд, есть место для нескольких сотен процентов роста от текущих уровней биткоина. Другой важной метрикой является осциллятор цикла P, который отслеживает 11-дневную и 350-дневную скользящие средние. Исторически, когда эти средние пересекаются, это часто сигнализирует о пике цены биткоина. Расстояние между этими двумя скользящими средними снова начало расти, что указывает на возобновление бычьего импульса. В то время как в прошлом году наблюдались периоды боковой консолидации, прорыв, который мы наблюдаем сейчас, указывает на то, что биткоин вступает в фазу более сильного роста, которая может продлиться несколько месяцев. Если посмотреть на историческое ценовое движение биткоина
биткоина, то циклы часто характеризуются постхалвингом и длятся 6-12 месяцев, прежде чем войти в фазу экспоненциального роста. Исходя из прошлых циклов, мы приближаемся к этой точке прорыва. Хотя ожидается снижение доходности по сравнению с прошлыми циклами, мы все равно можем увидеть существенный рост. Для общего понимания, пробой прошлого исторического максимума в 20 тысяч в цикле 2020 года привело к пику около 70 тысяч, что привело к росту в 3,5 раза. И если мы увидим даже консервативный двухкратный или трехкратный рост от последнего пика в 70 тысяч, то биткоин реально может пробить уровень от 140 до 210 тысяч в этом цикле. Также давайте поговорим о макрофакторах, которые поддерживают биткоин в этом году. Несмотря на множество факторов в 2024-м, биткоин показал высокие результаты, даже на фоне укрепления индекса доллара США. Исторический индекс доллара и биткоин движутся в противоположных направлениях, поэтому любой разворот индекса доллара при падении инфляции может еще больше усилить рост биткоина. Поэтому не забудьте подписаться на наш телеграм, потому что там 15 числа мы опубликуем данные по ИПЦ, от которых будет зависеть будущее решение ФРС. Другие макроэкономические показатели, такие как высокодоходные кредитные циклы и глобальная денежная масса М2, указывают на улучшение условий для биткоина. Ожидается, что сокращение денежной массы, которое было в прошлом году, вернется в 2025, что подготовит почву для еще более благоприятных условий на рынке. Дополнительно стоит изучить индикатор Bitcoin Cycle Master Chart, который объединяет несколько показателей оценки в сети, и он показывает, что у биткоина все еще есть сильный потенциал для роста, прежде чем он достигнет переоценки. Верхняя граница в настоящее время находится около 190 тысяч долларов, и она продолжает расти, что подтверждает перспективы устойчивого восходящего импульса. Как вы теперь понимаете, 2025 имеет высокую вероятность, чтобы стать очень положительным годом для биткоина, но под последним видео вы нас очень часто спрашивали касательно коррекции, ведь многие хотят продать свой портфель сейчас и дождаться, пока рынок упадет до локального дна, чтобы после этого все купить по максимально низким ценам. Давайте же попробуем ответить на данный вопрос. Забегая наперед, я скажу сразу, что коррекция рынка будет, ведь если вы давно следите за криптой или, например, акциями, то вы понимаете, что рынок постоянно расти не может, тем более на 100% и выше, чего ждут все инвесторы. Но главный вопрос заключается в том, когда же будет эта коррекция и до какого уровня. Если говорить о начале коррекции, то нам обязательно стоит обратиться к прошлым показателям биткоина и его поведению на протяжении предыдущих годов. Если взять тот же 24 и посмотреть на движение по кварталам, то мы заметим, что по факту только второй квартал был закрыт в минус. При этом самые большие проценты роста наблюдались в первом и в четвертом. Такая же картина была и в 23-м. Биткоин вырос больше всего в первом и четвертом квартале. И в целом, как вы можете заметить, начало и конец года являются самыми положительными для биткоина. Но почему так? Это связано с фондовым рынком. Ведь на рынке акций есть такое понятие, как эффект января. Аргументом в пользу эффекта января является то, что в конце каждого года инвесторы, как правило, продают ценные бумаги с убытком, чтобы компенсировать прирост капитала и снизить налоговые счета, что приводит к распродаже. После Нового года они выкупают акции обратно, создавая большой спрос на рынке акций, что приводит к эффекту января. Другое объяснение данного феномена заключается в том, что инвесторы используют денежные бонусы, полученные в конце года, для покупки инвестиций в следующем месяце. А вот если взять рост в конце года, то четвертый квартал исторически является положительным для рынка акций, так как компании подводят итоги года, публикуют отчеты о выручке и составляют прогнозы прибыли на следующий год. В это время инвесторы активизируются, чтобы в последние 3 месяца года получить максимальный профит, который может даже доходить до 50% от всего финансового года. А с запуском ETF данный тренд перешел и на биткоин. Следовательно, учитывая это цикличное движение биткоина, мы можем предположить, что первый квартал 2025 года будет положительным. До конца марта биткоин может торговаться выше 100 тысяч и пробить новый максимальный уровень выше 110 тысяч долларов, на что повлияет приход Трампа 20 января, уход Генслера из SEC и приток капитала от больших фондов, которые только в первые дни 2025 года отправили в биткоин почти $1 миллиард. А вот уже после первого квартала импульс роста биткоина имеет потенциал на ослабление, что приведет к локальному откату цены. Это связано с наступлением слабого второго квартала, а также мая, ведь на фондовом рынке есть поговорка «продай в мае и уходи», или еще говорят «май продавай», и снижение может продлиться вплоть до сентября, который вообще считается самым негативным месяцем года. Таким образом, за второй-третий квартал биткоин может опуститься до ключевой 200-дневной скользящей средней, около 80 тысяч, где будет накапливаться ликвидность перед ростом в четвертом квартале, точно так же, как это было в прошлом году. И если уже говорить о закрытии 2025 года и целевых уровнях, то лично моя цель по биткоину составляет около 180 тысяч долларов, отталкиваясь от тех факторов, которые я озвучил ранее, а именно притока капитала от фондов, смены криптополитики в США и возможных запусков биткоин-резервов.
долларов, что станет очень важным событием. Но конечно же каждый год особенный, и мы не можем со стопроцентной вероятностью знать, когда именно и до каких уровней опустится биткоин, чтобы купить его на самом дне. Тем не менее, я являюсь долгосрочным инвестором, за счет чего я буду продолжать его холдить и делать то, что BlackRock, Michael Saylor и другие крупные игроки, а именно накапливать, особенно в середине года и перед четвертым кварталом. Но если вы краткосрочный инвестор, то советую вам учитывать тенденцию первого квартала, который обычно является положительным. Это можно использовать для фиксации профита, особенно если вы покупали биткоин на падении, как я вам советовал в прошлых роликах. А уже далее на локальных откатах вы можете снова покупать. При этом нужно понимать, что рынок не всегда движется так, как вы хотите. Поэтому в случае с биткоином лучше рассматривать долгосрочное хранение или не продавать как минимум до конца 2025 года. Также нужно понимать, что на движение криптовалюты влияет очень много факторов, и любые негативные катализаторы, будь то отказ одобрения сала на ETF или продолжение судебного дела SEC, могут легко обвалить рынок, особенно альты, на 20-30%. И кстати, в ближайшее время мы хотим сделать именно такой ролик, где разберем все негативные события, которые могут привести к падению. Но в любом случае о сильном падении пока говорить рано, и данный вопрос мы будем разбирать уже в следующих видео. Сейчас давайте лучше сконцентрируемся на смене правительства США и продолжении накопления биткоина со стороны больших холдеров, ведь данные факторы могут привести к пробою нового максимума уже в ближайшие месяцы. В настоящее время почти все данные, которые мы сегодня разобрали, указывают на положительный 25 год. Конечно, прошлые данные не гарантируют будущих результатов, но они сигнализируют о том, что лучшие дни биткоина могут быть еще впереди, даже после очень положительного прошлого года. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и обязательно оставляйте ваши целевые уровни по биткоину на этот год. Нам было бы очень интересно узнать ваше мнение. Ну а мы приступаем снимать для вас топ лучших монет на 25 год, которые должны быть в портфеле у каждого. Так что ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ведь там выходит много всего интересного. Ну а вам, как всегда, спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!